в эфире. Эфир пошел, да, Игорь? Да, пошел. Добрый вечер. Всех приветствую сегодня на нашем традиционном прямом эфире в четверг. У нас сегодня красивая, достойная, очень интересная тема. Все, кто сегодня собрались у нас и в Zoom, и те люди, которых мы пригласили, я думаю, им всем есть что сказать, потому что компания Vivasan для многих из нас стала самой большой вехой в нашей жизни. Но для меня это точно, потому что знакомство с этой компанией началось с продукции, была личная история, с которой не могла справиться при помощи медицины и фармацевтических препаратов. Были разные варианты, но я всегда говорю, что есть вещи, которые нам даются свыше. Был дан запрос во Вселенную с моей стороны, и пришел ответ. Хотела тогда просто решить вопрос со здоровьем, но получилось так, что на данный момент это моя профессия. Я сотрудничаю с компанией Vivasan уже более 18 лет. И эта компания, ее стиль, а девиз у компании «Здоровье, красота, благополучие» изменили мою жизнь. И сегодня я хочу представить вам своих коллег. Каждый из них пришел в компанию со своей историей. Им есть что рассказать. И первое слово я предоставляю менеджеру компании Волговой Татьяне Митрофановне. Это город Воронеж. А по совместительству, чему я очень рада, это мой вышестоящий информационный спонсор. Мне очень повезло. Татьяна Митрофановна, вас приветствую. И мы вас слушаем. Спасибо, Жанет, за такие слова. А всем здравствуйте и всем очень хорошего настроения. Сегодня мы с вами поговорим, как сказала Жанетта, о результатах. И я хочу вам тоже поделиться своей историей. Сейчас мне уже, я не скрываю свой возраст, я горжусь им, потому что это моя жизнь, и я горжусь этой. Мне 62 года. Когда я пришла в компанию, мне было 44, и очень было в тот момент много проблем. И знаете, в нашей поликлинике моя карточка была вот такого размера. Это вот такая история, роман, да, вот сейчас многие гордятся. Я тоже тогда, ой, у меня такая карточка. Знаете, болезни как будто как модно сейчас в нашем мире. Если раньше люди стыдились про свои болезни, говорят, сейчас просто хвастаются ими. Ну и я, наверное, тоже хвасталась в тот момент. Вот, и что самое интересное, что я хочу сказать, что начала я болеть не в 44, а в 24. И что меня к этому привело? Обыкновенный грипп, который дал осложнение на гайморит. Куча антибиотиков, и сразу испортили мой иммунитет. Но тогда я, как и многие, которые меня, может быть, сейчас слышат, очень любила антибиотики, очень доверяла им. И я считала, что антибиотики – это жизненно необходимые препараты. Что нужно? Может быть, конечно, это и так. Но в некоторых случаях. А этих самомаслах? Извините, Дорогие друзья. Татьяна, выключите микрофон, Татьяна. Вот. И, значит, пока дошло время до 44 лет, иммунитет был испорченный полностью. И в это время я пришла, у меня уже были бронхит, серьезный бронхит, язва 12-перстной кишки, панкреатит. Ну, что их перечислять, эти проблемы? Но факт то, что самое интересное в этом, что посещая каждого доктора, они очень стремились меня излечить, очень старались, и каждый назначал, целый вот
простынь этих лекарств. И выходила я с аптеки просто с мешком. И что еще самое интересное, что я никогда не смотрела, как и сейчас многих спрашиваю, я не смотрела на побочные действия. Меня это как-то не волновало. Я настолько доверяла этим препаратам, что я даже об этом и не задумывалась. И еще, когда я поняла, что я просто разрушаюсь, и я стала... Я не хочу сказать, что я полностью делала аптечные препараты. Я какие-то травы пила, что-то еще такое делала, но что это совершенно ничего не помогало. Бронхит был такой, что я не спала ночами, я не давала родственникам спать. Я спала сидя. Мои соседи, тогда я еще жила не в своем доме, а в квартире, соседи до 5-го этажа утром рассказывали, как я кашляла. Бронхит был просто страшущий. И вот я постоянно говорила: Господи, ну помоги же мне, ну что-нибудь, ну кого-нибудь, ну что-нибудь, ну дай какого-нибудь доктора. Но знаете, что еще самое очень интересное, что нам Вселенная присылает таких людей, на которых мы не идем. Ну вот представьте себе, приходит ко мне соседка. Ну, я не хочу сказать, что я ее прям не признавала, да, нет, она пришла, я ей нормально, но представьте себе, вот с такой вот лампой приходит, там свечка горит, вот, да, что-то туда водичку наливает, шаманит, да, какие-то капли капает. Вот нормальному человеку, как вы думаете, это нормально, да? Я просто вообще не понимала, что она делает. Я просто по своему воспитанию не могла ее прогнать, потому что я ее уважала, но она еще настойчивая была такая. Что-то какими-то кремами меня растирает, грудь, спину, на платочек капает какие-то масла, что-то дает дышать. Ну, просто смех. Вы представляете, это просто, вот кто меня сейчас слышит, то не знает, что такое ароматерапия. Вы, наверное, меня понимаете. Какой-то бред, просто бред. И к этому серьезно относиться я просто не могла. И что самое интересное, она 3 дня ко мне ходила, и у меня исчез кашель. И что еще интереснее из этого, я не обратила на это внимания. Знаете, вот так вот, да, вот катишься в этой среде и не обращаешь на это внимания. А так как не было иммунитета, если кто-то в маршрутке чихнет или кашлянет, я уже знала, что я вечером буду болеть. Или бронхит, или гайморит, что-то уже первое начнется. И, естественно, я заболела где-то через неделю, через 1,5 заново. Соседка тут как тут. Она уже здесь. И опять эта аромалампа, и опять растирает. Мне было очень смешно. Вот просто смешно. Но я уже почему-то так не сопротивлялась. Не знаю почему. Я ей еще не доверяла. Но уже так не сопротивлялась. И когда я быстро вышла 2-й раз, я поняла, что все-таки она мне помогает. И еще из этого очень интересно, что я уже не болела месяца 2. Я тоже на это обратила внимание. Значит, как-то иммунитет немножко уже окреп. И это происходило где-то, кстати, в феврале все это происходило, да, а в мае месяце я заболела заново, потому что май это вообще для меня было всегда обострение. Я заболела заново, и я уже взяла кошелечек и пошла к своей соседке и заказала то, что она считает для меня было нужным. И в тот момент мы взяли, я хочу вам показать, мое любимое до сих пор масло тимьян. Это очень сильное масло. Масло чайного дерева. Вот мой такой помятый можжевеловый сироп, потому что вот в холодильнике у меня постоял немножечко. Вот. Тогда не было иммунфита, был иммунгуард. И я взяла крем можжевеловый, потому что я его больше любила, потому что мне он очень сильно помогал при гайморите. Вот как-то больше он мне помогал, чем крем тимьяна. Я взяла вот эти 5 наименований. Я сразу для себя решила, что я сделаю дисконтную карту, потому что она мне сказала, что 23%. У меня уже в тот момент уже было модно дисконтные карты, но все были там где-то 5, 4, 2%, а здесь 23%. И я решила, что нет, я не буду отдавать эти деньги. Я сама для себя сделаю дисконтную карту и буду сама для себя брать. Еще про какие-то скидки она говорила. Вот. И что вот самое еще интересное, что
я хочу вот вам повториться, что просто так я бы на нее не пошла. Вот просто так, потому что я ее лечила. Я же была очень умная в этих заболеваниях. Я же все знала таблетки, я знала, как они пьются, и поэтому я и назначала сама, как и сейчас все происходит, все делают. А вот так получилось, что нужно было мне у нее поучиться. И вот здесь вот гордыньку-то надо было спрятать. И вот тут вот помогло, что мое все-таки вот уважение к ней, и это помогло мне, что я ее послушала. Татьяна Митрофановна, извините, перебью, но я ведь знаю, что большую роль в этой истории сыграл ваш супруг. Ну да, ну не будем об этом говорить. Да, он сказал, тебе не стыдно у нее лечиться, это же все-таки дорого, пойди купи все, что тебе надо. Да, Она это приходила и вас, да? хотела скрыть, не получилось. Да, вот. И я вот с чего хочу начать. Я вот эти два масла, я их полюбила сразу. И они, потому что они мне помогали, они снимали с меня спазмы кашля, и я их капала на носовой платочек. Это сейчас не носят с собой носовые платки. Тогда это было модно, мы у всех в карманах, в сумочках всегда лежали носовые платки. Я капала туда по капельке и дышала. Только у меня начинался приступ кашля, я сразу дышала. И я помню, то 44 года, вот тогда начинался новый этап работы, и если раньше таможни были где-то там далеко на границе, а это таможни пришли сюда, к нам. И я работала на предприятии, где занималась экспортом и импортом. И я помню, я ходила в таможню, и там вся молодежь только начинала работать, девчонки, ребята, они на меня: Татьяна Митрофановна, что за запах от вас? Что-то, фу, какой запах! Я с таким удовольствием доставала вот эти два масла, и я говорю: вы представляете, вы помните, как я кашляла, вы представляете, это мне помогает. И я с таким восхищением рассказывала, они тоже многие до сих пор пользуются этой продукцией, потому что я это говорила от души, и они видели, как я болела. И еще хочу сказать вот именно про это. Я иногда говорю людям, они говорят: фу, что за запах. Вот эти люди не хотят убрать проблемы, потому что лучше немного этот запах прочувствовать, да, ну, убрать эту проблему, которая тебя разрушает, это очень важно. Но в то время не было ни нигенола, в то время не было козьего масла, не было экстракт грейпфрутовых косточек, забыла их вот взять, все это у меня дома есть. Сейчас проще, сейчас легче, сейчас и не будет этого запаха, можно только вечером, пожалуйста, вот использовать эти масла. Поэтому я вам хочу сказать, вот что еще хочу сказать, хорошо, что я написала себе здесь. После этого, когда я уже полностью доверилась компании Vivasan, я полностью доверилась этой продукции, я уже пошла на очистку организма. Я про нее рассказывала в прошлом эфире. И вот эта очистка организма еще очень много начала убирать у меня проблемы. И постепенно иммунитет стал восстанавливаться. Я бы тоже вам всем желала также сделать и принять это решение, и не отказываться от своих друзей и родственников, которые вам предлагают. И еще хочу сказать, друзья, если вы хотите это убрать проблемы, обращайтесь к тем людям, которые вам порекомендовали сегодня послушать этот эфир, и которые, или вы перешли по ссылке того человека, у которого увидели вот эту рекламу, и заполняйте анкету, и будьте всегда с нами. Спасибо. Спасибо большое вам, Татьяна Митрофановна. Я еще хочу добавить, вы поскромничали, рассказали сегодня только про свой бронхит. Я еще хочу сказать, что Татьяна Митрофановна большая, дружная семья. Мне всегда очень приятно приезжать в гости и общаться с этими людьми. Татьяна Митрофановна у нас очень богатый человек. У нее 2 ребенка, да? Девочка и мальчик, да? Да, мальчик и девочка. И 6 внуков. Все мужчины. И все мужчины. И я, конечно, уверена просто, что здесь большую роль сыграла и компания Vivasan. Правда, Татьяна Митрофановна? Да. Очень. Вот 6 внуков. А сейчас вот я здесь вижу в комнате Zoom, и я хочу дать слово уже Vivasan дочери, да? Так можно назвать? Да. Если мы говорим по бизнесу, дочери по бизнесу. Да, это молодая, уверенная, красивая девушка Олеся Баженова. Мне очень приятно видеть молодых наших спикеров. Я предоставляю, Олеся, вам слово, и мы слушаем вас. Спасибо большое. В общем, всем добрый вечер.
Я хочу сказать большое спасибо, что позвали меня на прямой эфир. Надо, так скажем, больше подключать молодежь, а то у нас получается все равно все, так скажем, между собой, да, общаемся уже, ну, как бы на протяжении всего времени, как бы я с вами уже, так скажем, близко знакома была, вот, не только на конференциях, но и там семинары, да, у нас проходили, и все равно все-таки все присутствуют, я так и предисловие скажу, что все присутствуют, все равно все свои, да, все равно нам как-то надо подключать молодежь, прям мотивировать, да, чтобы большое количество людей все равно знало о нас, это, несомненно, важно. Что хочется рассказать вообще в первую очередь о себе, да, я вообще о продукции узнала как минимум, наверное, лет 6 назад от своей свекрови. Вот, она покупала исключительно эфирные масла, крема. Вот, и я как-то, ну, так случаем пришла к ней, да, и у меня что-то там заболела голова. Вот. Она мне дала там одно попробовать, другое, второе, третье. Вот. Ну и что-то с ней разговорились, а у меня вообще с детства проблема с щитовидной железой, гипотиреоз. Вот, и я со 2 класса пила гормон эутирокс, так называемый, вот, со школы. Вот, и на что она мне сказала, говорит: Олеся, а ты не хочешь пройти диагностику организма и выявить вообще причину того или иного, да, той или иной проблемы, которая меня беспокоит? Я так подумала, думаю, что такое вообще, какая диагностика организма, какой-то бред на самом деле, да, вот, ну, как бы любому человеку скажи, что это такое, ну, как бы мало кто об этом знает, вот, и как-то, ну, мне сказали об этом весной, вот, ну, всячески меня организм беспокоил, вот, щитовидка подшатывала, так скажем, мне еще задавались таким вопросом, люди были в шоке, как я еще с этим гормоном родила. Вот. Ну и получается, это была весна, вот, а до меня дошло это только летом. И я летом к этому всему пришла, пошла к нашей Галине Валентиновне, вот, спасибо ей большое за это, хочется сказать. Я к ней пришла, да, конечно, после первой диагностики у меня было сомнение, все равно какое-то, да, чувство страха, чувство неуверенности в себе. Вот. А потом, знаете, как-то вот, ну, какой-то толчок мне дал мой организм, то, что я на самом деле металась от врачей к врачу. Вот, это были и, не знаю, может быть, знаете, нет, и Горшков Иван Петрович, самый известный у нас эндокринолог в Воронеже, который мне сказал, что ты будешь всю жизнь пить этот гормон, и никуда ты от него не денешься. И я на самом деле металась, выявляла причины, да когда и да кто же мне поможет. На самом деле, ну, как бы я все равно пыталась себе помочь. И вот к хорошему, как говорится, такому счастливому случаю, да, пришел в мою жизнь это Вивасан. Вот, и я, на самом деле, ну, мне назначилось лечение Галины Валентиновны, и я начала с первой очереди это с очистки организма, потому что на самом деле, так скажем, гормон, да, настолько, с такой силой зашлаковал организм, такая зашлаковка была. Потому что даже вот помните, Татьяна Трофановна, когда вы мне давали масло, да, определенное, или там на той или иной конференции нюхать, у меня реально закладывал нос от каждого масла. И я думала, блин, на самом деле такое, ну, там, аллергия, да, на каждое эфирное масло, ну, не может такого быть. И сейчас я могу честно сказать, что вот прошло 2 года, после всего того, что я с собой проделала, да, там пила и зеленый чай, и это был и артишок, и экстракт грейпфрутовых косточек, я смело могу сказать, что я сейчас пронюхиваю каждое масло, и оно совершенно не вызывает никакой отечности, никакой аллергии. Вот, и то есть я на самом деле узнала, ну как не узнала, поняла, ну, вот буквально случайно, буквально недавно. Вот, и что хочу сказать, что да, в первые полгода, когда я принимала продукцию, да, на самом деле что-то пошло через обострение, да, где-то стало лучше, где-то стало хуже. И вот Татьяна Трофановна, спасибо большое, она меня поддерживала, потому что, ну, все равно где-то, так скажем, сомнение было, да, вот, и спустя год у меня реально пошло улучшение. Когда я сдала гормон, вернее, не гормон, а анти-ТПО,
так самые называемые антитела, они у меня были завышены, до 187 доходили, при норме 35. На что мне Галина Валентиновна сказала, что ты пропьешь зеленый чай буквально 3 месяца, и уже через месяц ты увидишь улучшение. Я пошла через 1,5 месяца сдавать гормон, вернее, не гормон, а антитела, на что они у меня снизились до 53. Вы представляете себе, ну как бы для меня это был на самом деле шок. Вот, и я что хочу сказать, на самом деле организм изменился вообще в другое направление, он стал, ну, на самом деле зажил другой жизнью, так скажем, да, ну, это так и на самом деле и есть. Перестало колебаться давление, которое беспокоило постоянно на протяжении всего времени. Вы понимаете, на самом деле как бы много кто об этом не знает, да, есть те или иные врачи, которые пришли, да, допустим, там, также мама пришла в подростковом возрасте с ребенком к врачу. Им лишь бы быстрее назначить тот или иной препарат. А на самом деле просто нужно было подождать, вот в тот момент, когда мне было 2 годика, да, вот, просто, вернее, не 2 года, во 2 классе я училась. Вот, нужно просто было подождать, когда вот пошла элементарно закладка организма, ну, гормональная вот эта перестройка, а мне просто бабахнули этот гормон, и все, понимаете, я в институт ездила, я 3 остановки не доезжала, выходила, я задыхалась просто, я не могла ездить, вот эти перепады температур, настолько такое было состояние, ну, просто никому себе, ну, не каждому это, никому не пожелаешь на самом деле. Вот, я что хочу сказать, что я хочу сказать большое спасибо, вот, в первую очередь Татьяне Митрофановне. Вот, и на самом деле, да, Вивасан играет большую роль в жизни организма в целом, и у каждого человека он должен присутствовать просто-напросто на каждой полочке дома у себя. Вот, на самом деле нужно мотивировать молодежь, потому что сейчас большой риск, да, так скажем, тех или иных заболеваний начинается все с самого младенческого возраста. Вот, там кто-то, да, вот как Татьяна Митрофановна сказали, в 24 года пришел, там начал лечиться, кто-то вообще и вовсе там в 55, в 45. Я что хочу сказать, на самом деле очень большой плюс играет то, что у нас продукция, которая представлена непосредственно, да, доступна с самого рождения, даже не говоря уже там о нашем артишоке, который там выводит, да, снижает, в норму вводит билирубин. Поэтому нужно действовать с самого рождения, с нашей продукцией. Вот. Спасибо всем большое, что меня выслушали. Передаю слово вам, Жанетта. Олесь, спасибо тебе большое за такую историю, очень эмоциональная. Действительно, вот в таких эмоциях, такие откровения. И вот у меня такой вопрос к тебе. Я же знаю, что ты у нас молодая мама, да? Скажи, вот это уже есть какая-то позиция, как ребенка своего воспитывать в отношении к своему здоровью? Если у тебя, появился ли у тебя такой вот стержень, такой вот? Конечно, Скажи. есть. Мы уже встаем утром, бежим быстрее за маслом 33 травы, берем ложку из ящика и говорим: мам, на сахар капни мне, пожалуйста. И при виде артишок уже ребенок аж трясется. На самом деле очень мы любим этот продукт, вот, и с удовольствием его применяем. Спасибо. Олесь, можно тоже вопрос? Ты не сказала, ты ушла с гормонов? Конечно. Постепенно я уходила с гормонов. Я это знаю, просто ты не сказала. Естественно, это было не быстро, естественно, это было все постепенно. У меня дозировка была 72,5, и мы постепенно убирали. И я что хочу сказать, при применении зеленого чая, где-то, наверное, месяца через 3, я чувствовала, что мне что-то мешает. Мешал не зеленый чай, а мешал гормон, который... на самом деле, как сказать, дозировка вот эта была, которая, ее нужно было уменьшать. И я звонила Галине Валентиновне, говорю: Галина Валентиновна, я чувствую, что мне что-то мешает. Да нет, вот давай, вот. Я говорю: нет, давайте, может быть, все-таки уберем. И то есть пошла взаимозаменяемость, на самом деле зеленый чай взаимозаменял мой гормон и тем самым помогал мне восстанавливать свою гормональную систему.
Вот, за что ему отдельное спасибо зеленому чаю нашему. Организм понял, что началась перестройка, ты Да. становишься на другие рельсы, да? То есть натуральный продукт. И я хочу сказать, мы очень часто в своих эфирах говорим, что те люди, которые занимаются бизнесом, что у нас бизнес, который передается по наследству. Так вот, я еще хочу сказать, что у нас продукция, которая воспитывает, да, детей, внуков, следить за своим здоровьем и правильно вообще чувствовать свой организм, да, и идти в направлении, как у нас есть тоже такая фраза в нашей компании, да, назад к природе, обернитесь назад к природе. Спасибо большое. Сейчас Вам спасибо. Спасибо, Олеся. Сейчас я хочу предоставить слово нашему коллеге из города Москва, Ирине Шатохиной, у которой тоже есть что рассказать нам. Пожалуйста, Ирина, слушаем вас. Добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте. Сейчас я поставлю видео небольшое, да, мы так немножечко передохнем. Интересное видео. Спасибо от моей дочери. Я вот включила не то, да. Где у нас дочь? Что-то не получается. Сейчас, одну минутку. Не надо выходить. Так, ну а пока я хочу сказать, что кто сегодня смотрит нас в нашем прямом эфире, и кто будет смотреть нас в записи, потому что эфир у нас еще будет и в записи. Если вам интересна эта тема, если вам показалось интересно, о чем мы здесь говорили, пожалуйста, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. У нас техническая поддержка можете сейчас написать в чате? Ирина, как у вас дела? Ирина, демонстрация экрана. Так, ну вот тут, значит, вот был такой небольшой ролик про наш Вивасан, про Швейцарию, да. Добрый день, с вами Шатохина Ирина. Меня слышно? Микрофон чуть ближе, пожалуйста. Слышно? Девочки, слышно меня? Чуть погромче. Меня слышно сейчас? Да. Здравствуйте. Ну, у меня, конечно, своя история, немного отличная от всех, да. Я с самого детства не пью таблеток, старалась все время заниматься своим здоровьем, использовать натуральные препараты всегда, да, но в жизни любой женщины наступает такой период, не справляемся с традиционными народными средствами. И я стала искать компанию, стала искать возможность биологических. Это же Вивасан все в прямом эфире. Ирина, микрофон, пожалуйста. Еще. Жанна. Татьяна Роганина, пожалуйста, включите микрофон. На тебя. Была меня человеком, Жеребцовой Натальей, вот она мне рассказала о компании и о возможности посетить нашего доктора. И слышим рекламу о том, что говорят, БАД не является лекарством. Проконсультируйтесь у специалиста. Вот я пошла к специалисту, проконсультировалась. И он мне назначил гормоны. А я думаю, у меня болят пятки, давление, а мне гормоны. Думаю, что же мне делать, куда идти? Но какое-то доверие, которое возникло сразу между мной и Николаем Андреевичем, вот этот препарат, это 40, девочки, видно его? Я пью все время, пью. Слышно меня? Алло, слышно меня? Слышно, прислушиваемся. Ирина, слышно, но чуть почетче. И вот фито-40 – это фитоэстроген, с которого, в принципе, началось мое знакомство с компанией Вивасан. Теперь не только я, но и вся моя большая семья пользуется этой замечательной продукцией.
Мы только что недавно с вами говорили о масле 33 травы. Вот оно выглядит вот так. Когда я пришла в компанию, моя коллега, ну, она работает сейчас в Чечне, она рассказывала удивительную историю о том, что приехали они там в один дом в Чечне. Меня слышите? И там у одной бабушки было уже предсмертное состояние, вызвали муллу, все расстроенные, и наша Валентина говорит, а у меня в сумке было масло 33 травы. И они взяли воды, накапали масло 33 травы, окунули туда простынь и обернули бабушку всю, прямо с головой. Через 15 минут бабушка открыла глаза. И мулла не понадобился. Вот это я вспомнила и использовала масло 33 травы для своих внуков. И вот это масло уникально снимает температуру. Это масло работает, ну, практически везде. Вон, и Олеся рассказывала, да, про своих детей. То есть вот это масло у нас помощник в нашей семье. То есть вот эти продукты, которые сейчас в нашей семье есть, помощники, это наши друзья. И если я считаю, что я как мама, это моя миссия. Ну и миссия любой, наверное, женщины, быть самой здоровой. Я у своих детей, ну и, конечно, внуков, да, чтобы внуки были здоровые, веселые, счастливые рядом. И когда я поняла, что у меня знаний про свой организм очень мало, я начала заниматься этим, да, и решила купить биопульсар. Это еще одно спасибо Вивасан, да, за то, что, ну, дал мне такую возможность, скажем, да. Огромное спасибо Томасу. Ну, про биопульсар у нас были ролики, да, и про биопульсар можно, в принципе, говорить очень много. Но то, что он реально работает, вот Олеся тоже подтвердила. Так, про что бы я еще могла сказать? Тут вот писала, записывала лайфхаки, так скажем, да, от нашей семьи, как это сейчас модно. Вот масло чайное дерево. Я не знаю, конечно, кто как его использует, а в моей семье это любимое масло. Мы делаем капли в нос. И таким образом у внука убрали аденоиды. Это документально, так скажем. Это не то, что... Кто-то, может быть, еще как-то использует, но у меня 4 внуков, и мы замечательно с этим маслом чайное дерево справляемся. Так что мое спасибо такое большое от всей моей многочисленной семьи. Вот. И знаете, что я вам хотела сказать? Зачем мы проводим все эти прямые эфиры? Зачем мы делимся с вами своими эмоциями, своими чувствами, да? Для того, чтобы как много больше людей узнали о нашей компании. Вот так выглядит наш сайт zkbv.ru. Видно? Алло. Нет, не видно. Ирина, включи демонстрацию экрана. Я вроде как включила. Так, совместное использование. Вот так. zkbv.ru. Набираем в поисковике, и вы у нас на сайте. С этого сайта очень удобно будет попасть на любой наш интернет-ресурс. Это и наши прямые эфиры, это и наша обучающая платформа Vivastar. Сейчас у нас добавилось еще информационный портал, да, с интересной партнерской ссылкой, то есть куда мы приглашаем своих партнеров. Так, сейчас еще один интернет-ресурс покажу. Он у меня куда-то соскочил, я его сейчас открою вот здесь. Ну, вы уж чуть-чуть извините, что не так все быстро проходит. Это вот, значит, у нас... Так. Так. Не знаю, потерялся. У меня потерялась вебинарный сайт. Я его тоже где-то на рабочий стол выставила. У нас есть еще и вебинарный сайт, да, на который вот мы попадаем. Вы уж извините за технические мои такие, но я научусь. Вот у нас есть еще интересный очень вебинарный сайт, на который вы все
наши гости, попадаете по ссылке, которую присылает вам тот человек, который вас приглашает. На том вебинарном сайте у нас всегда есть информация. Если это прямой эфир, то там есть возможность задать вопросы, прокомментировать. Если это запись, то до следующего прямого эфира она хранится. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Это замечательная возможность что-то узнавать новым самим. Вот я сегодня много очень интересного от Татьяны узнала, да, что-то порекомендовать, познакомить своих близких и знакомых. Ну а сейчас мы все понимаем, что сейчас коронавирус, мы все на изоляции, так что это замечательная возможность знакомиться с нашим продуктом. И сейчас я хотела бы передать слово Веронике Панасюк. Вероника, ты здесь? Так, вот Вероника. Вероника, включи, пожалуйста, микрофон. Да, здравствуйте, Ирина, да, здравствуйте, я здесь. У нас вот тут еще одна замечательная, красивая девушка, такая тоже мама, 2 деток, и пользуется нашей продукцией. Вот у нее тоже спасибо есть. Да, есть. Можно рассказать? Слушаем вас, да, Вероника, слушаем вас. Здравствуйте, девочки, я новенькая в вашей группе. Компанию Vivasan знаю давно, на протяжении 15 лет, использую для себя. Сама знаю, узнала ее из Беларуси, из города Бреста. Там у нас тоже находится представитель. Вот. Ну а сейчас, на сегодняшний день, я уже живу в Москве и пользуюсь через Шатохину Ирину. Вот она мой консультант. Спасибо большое, Ирина, вам, что вы мне консультируете конкретно по моему здоровью. И у меня тоже есть кое-какие лайфхаки. Ну вот конкретно 4 продукта я могу рассказать, которые мне очень хорошо помогли. Значит, ребенку в Морозовской больнице назначили серьезный такой препарат, который гонит желчь. Вот урсодезогликолевую кислоту профессор назначила, и нам помог артишок. Мы благодаря артишоку на протяжении вот 2 лет мы справились вот с таким вопросом, как застой желчи у ребенка и вот все вопросы, связанные с пищеварением, на своем вот личном примере. Это первый. Конечно, всем рекомендую, всем советую. Он есть, конечно, в дешевом более варианте в аптеке, но тот, который предлагает компания Vivasan, он, конечно, работает очень хорошо. Проверили на себе. Так, что-то у меня с телефоном. Извините, сейчас я вышла, да? Слышно меня? Нет? Вас слышно, но не видно. Ага, да, извините, я возвращаюсь. Это первый препарат, который проверили на себе. Второй, значит, препарат после болезни коронавирусом я себе восстановила обоняние, которое было у меня потеряно надолго. Это, конечно, я пользовалась белая пихта, чайное дерево втирала в нос, я прям втирала сверху в нос и без конца нюхала. 33 травы любимая очень, но любимая именно стронг, потому что там сильнее содержание мяты. Вот, и всем советую тоже покупать стронг именно. Это вот про восстановить. Вот. Вероника, извините, вот у нас вопрос здесь. А сколько ребенку лет, задает вопрос? Сколько ребенку лет? Значит, ребенку было 6 лет на момент, когда поставили диагноз. И вот это было, значит, ну, серьезной была проблема. Это было 2 больницы подряд. То есть это были постоянная интоксикация. Это вот, ну, страдал из-за застоя желчи, страдает в основном кишечник. Это очень серьезная проблема. И когда уже начинаешь гнать желчь, и процессы пищеварения запускаются, потому что с желчным, я этот вопрос, конечно, уже изучила от начала до конца, желчь связана с поджелудкой, там вообще идет такая каша потом в кишечнике, и страдает, конечно, кишечник, ничего не усваивается. И вот только благодаря... Ну, плюс бактерии, конечно, подключали, не без этого обязательно, но мы на хилаке, да, вылезли очень. И обезболивал крем тимьян, тоже вот очень хорошо. Область
желчного пузыря и вся область кишечника. Вот этих 2 препарата очень хорошо работают, проверены на себе. Так, это вторая моя рекомендация. 3-я рекомендация у меня тоже, мы ее открыли случайно, приобрели у Ирины крем «Календула». И случайно с ребенком, ребенок 14 лет, подростковый возраст, усиленное выделение сала и усиленное, им забиваются поры на лице. Нам приходилось обращаться к косметологу, постоянно чистка, после чистки долго заживает. Из-за закупоривания пор кожным салом и у появления угрей, способствовало воспалению, понятно. И в таком возрасте переходном, 13-14 лет, это особенно для детей, травматично визуально, то есть они видят не то, что они хотят. И мы чудесным образом, вот как-то совершенно случайно, видно, у нас закончился какой-то крем наш, обычного использования, потому что косметолог назначил обязательно увлажнение, очищение, одноразовые салфетки, тра-та-та. И значит, мы, используя крем «Календула», на сегодняшний день ежедневно избавились практически полностью от угревой сыпи. У ребенка были на бороде, прям вот такие шишки, и на носу было очень много закрытых, закупоренных черных точек, да. Медоны. Да, они были и на носу, они были на щеках, они были на лбу. То есть настолько сильное выделение вот этого самого сала. И нам «Календула» справилась. У нас, я могу показать, у нас на сегодняшний день, вот я сейчас пригласила ребенка, такого лица не бывает в подростковом возрасте. На самом деле чудесно справился, всем советую, посоветуйте всем, у кого есть подростковые дети, то есть это проверено на себе. Вероника, скажите, плюсом к крему «Календула» наружно вы для внутреннего применения что там пили? Нет, ничего. Мы справились одним кремом. Наружно одним кремом. Это вот и уникальный, понимаете, вот продукт, потому что косметологам было назначено, значит, лактоцидом умываться, обязательно чистка, обязательно увлажнение, это любым кремом, и сушить нельзя, то есть вот в этом возрасте сушить кожу нельзя, и точечно, конечно, там нам тоже был какой-то крем на воспаленные вот эти участки наносить, но нам не пришлось, то есть он справился и с проблемой угрей, прям восклицательный знак, и с проблемой внутренних таких вот нарывов, которые вот долговременные, вот они двухнедельные, неприходящие на месте одного, значит, один проходит, воспаляется второй, и вот оно вот такие внутренние, которые не прорывающие. Но на сегодняшний день я даже говорю, ты расскажи девочкам в школе, потому что все 90% детей страдает этой проблемой. И это можно и мальчикам, и подросткам. Почему нет использовать, если есть проблемы вот именно с лицом? Очень хорошо сработал. Крем заменил 3 средства, по сути. По сути, вообще заменил поход к косметологу дорогостоящий. Что, кстати, и выгодно, по большому счету, да? И третье, конечно, мы сейчас с Ириной работаем по поводу моей проблемы. У меня там немножко сосуды сужены, и мы пытаемся как-то меня расслабить. И вот я замечаю, я не так давно начала принимать релаксина, гингобилоба и масло мяты на область затылка. Я вижу, что мне стало легче, да, на самом деле, потому что у меня очень много серьезных препаратов, на самом деле серьезных, которые мне там назначали, все врачи. И, значит, релаксина очень хорошо расслабляет, и, как говорит Ирина, и все правильно, ее можно использовать долгосрочно, не боясь. Я это проверила на себе. Да, можно. Гингобилоба – это обязательно, у кого сосуды, спазм, головные боли.
И масло мяты не в 33 травы, а в чистом виде, на область шеи и на область затылка, оно настолько охлаждающий эффект и спазмоснимающий производит, что, ну вот, да, тоже на себе. Вот такие головные боли, кто страдает после работы, усталость, снять напряжение, вот это, конечно, да, очень хорошо работает. А так все остальное я пробую, нигенол, очень много трав с собой. Ну и любимое, конечно, насморк, это у меня экстракт грейпфрутовых косточек, но я вот на себе поняла, что мне нужен именно который горький у меня хорошо работает, который без горчинки мне вообще никак, я его не чувствую, он меня не лечит, меня лечит тот, который горький. Ну вот это мои такие советы, если кому-то было полезно, очень приятно со всеми познакомиться. Все, Вероника, спасибо большое. И вот здесь был у нас еще вопрос. У ребенка после вот таких воспалений не оставались ли следы? Но я-то знаю ответ, скажите вы нам. У ребенка у какого? Тот, у которого были проблемы с кожей. Вот после применения обычно иногда, ну, если применяются какие-то обычные средства или аптечные, остаются даже шрамы. Вот вы нам расскажите, после крема календулы. Нет, у нас нету никаких следов на самом деле. А мы, потому что эти внутренние, как их воспаления, мы их не давили, их запрещено давить. Мы выдавливали только закрытые жиром поры. Нет, у нас ничего. Он справился очень глубоко. То есть это, ну, какой-то второй, третий слой кожи, потому что воспаление на очень глубоком уровне снялось. Изнутри не принимали ничего. Да, великолепный трансдермальный крем, работает действительно. Да, очень. И в подростковом, я так думаю, что его можно, ну вот, у него, я думаю, что у него состав натуральный, и, конечно, его без противопоказаний можно использовать полностью, ну, таким хорошим слоем на лицо, вот на очищенное лицо. И вот, кстати, я хочу рассказать случай своей практики. У меня был запрос, женщина родила, и 8 лет прошло после родов, и у нее были очень ужасные после родов растяжки. Вот. Я порекомендовала ей использовать крем календула, потому что он действительно очень хорошо убирает и рубцы, и шрамы. И надо отдать должное, что девушка, женщина оказалась очень упрямой, ей очень хотелось получить результат. Использовала она в течение 8 месяцев этот крем ежедневно, 2 раза в день. И я, как сейчас помню, у нас как раз был семинар в Турции, и мне был звонок туда, и позвонила вот эта Ольга и сказала: поздравьте меня, пожалуйста, потому что первый раз за эти 8 лет я летом одела купальник, то есть не сплошной, а раздельный купальник. Вот, Да, поэтому значит, действительно... серьезные решают вопросы, да, потому что это показатель, особенно если 8 месяцев использовать, да, значит, крем решает... Человек поставил себе цель. То есть здесь тоже нужно понимать, насколько проблема давняя, да, и в каких дозировках использовать продукцию, потому что есть такой пролонгирующий эффект, накопительный, потому что продукция у нас натуральная, и организм должен перестроиться и воспринять все как положено, как подобает. Вот я бы еще хотела сейчас дать слово Татьяне Ивановне Панариной, который вчера был эфир. И, Татьяна Ивановна, ну расскажите нам вот буквально пару строчек слов, почему вы-то пришли к нам в компанию? А пересмотрите мой вчерашний эфир. Ну, расскажите нам. Уж очень хочется, в 2 словах. Уж очень история у вас замечательная. Неожиданное предложение. Не готовилась. Ну, ладно. Может, слайды тогда уж показать, нет? Давайте попробуем. Одну секунду. Просто, знаете, пока Татьяна Ивановна у нас ищет слайды, я хочу сказать, что действительно у многих из нас, кто сегодня присутствует, жизнь поменялась, ну, можно сказать, коренным образом. И здесь вопрос не только о здоровье. Многие из нас здесь даже поменяли профессию или приобрели еще одну профессию, даже бы я так сказала, да, потому что работа в сетевой компании – это действительно
в наше время это стало профессией. Я постараюсь коротко, Да. потому что вчера чуть больше 40 минут мой эфир шел. Значит, компании в свое время я никакие не признавала, абсолютно никакие. Работала на Новолипецком металлургическом комбинате, меня все устраивало, все было как-то, ну, все было нормально. Вот. И потом вот однажды, ну не однажды, это было постепенно, резко это не происходит, конечно. Короче говоря, я вдруг перестала ходить. Ну, почти. Передвигалась едва. Очень болели ноги. Естественно, куда я пошла? Конечно же, к доктору. К доктору пошла хорошему. Ставят мне диагноз подагра. Подагра – это соль мочевой кислоты. Соль мочевой кислоты кристаллизуются и откладываются не только в суставах, но и в мягких тканях. И малейшее шевеление, боль невозможная просто, такая разрывающая боль. И когда-то был такой момент, Татьяна Митрофановна-Волгова показывала мне каталог компании «Вивасан», который я сказала, мне совершенно это не надо. Но визитку я взяла. И в очередной раз, выходя из поликлиники, в тот момент, когда мне доктор сказала, а что вы хотите, у вас такие показания соли мочевой кислоты, конечно, будут боли. И в традиционной медицине нечем выводить соль мочевой кислоты. Нестероидные препараты, они снимают воспаление и боль, но соль они не выводят из организма. И, ну что, только диета. А сколько нужно быть на диете, чтобы убрать эту соль мочевой кислоты? Это непонятно вообще-то. И вот к этой боли, ввиду того, что я использовала очень серьезные лекарства, у меня еще появились боли в желудке. То есть как бы все вот, нагрузка на организм все более и более сильна. Вот. Ну и выходя в очередной раз из поликлиники, я достаю визитку и звоню Татьяне. Она периодически приезжала из Воронежа к нам, стационарно в такого каждый день работающего в склада офиса у нас еще не было в Липецке. И я ей звоню, и она, значит, оказалась здесь, в Липецке. Ну, и я к ней пришла. Пришла, конечно, это сказано было как бы, ну, громко. Пришла. Она мне помогла сесть. Помогла сесть. Я не села, она мне помогла сесть. Было уже тепло, конец мая. В белых тонких брюках я была, и она мне говорит, так, поднимай брюки выше колен. Поднимаю, чего-то она там шаманит, на руку чего-то выдавливает, чего-то там капает, так разбивает, и сама мне колени массирует. Ну, теперь опускайте. Вообще мне было это все удивительно, какие-то чудеса начинаются, да, и я думаю, как я буду белые брюки опускать, сейчас жирное все будет, и представьте себе мое удивление, что никакого следа даже не осталось, мгновенно все впитывается и работает. И пока она мне объясняла, что же она со мной делала, и я чувствую, что боль начинает проходить. Вообще для меня это было очень неожиданно, потому что я отвыкла от состояния без боли. И тут вот такие чудеса. Но она мне напомнила сегодня, посмотрев вчерашний эфир, говорит, ты выбросила у меня тут в мусорку-то свои таблеточки-то, да, так и было. Целый пакет таблеток вытащил, бросила у нее в офисе в мусорку и купила всю программу на суставы. Ну, и я понимала, что за месяц это не пройдет все, это надо продолжительное время заниматься. Поэтому оформила дисконтную карту, скидка мне нужна. И тогда была накрутка от дисконта 40%. Если сейчас 30%, тогда еще была 40%. То есть еще больше разница была. И, конечно, мне было выгодно оформить дисконтную карту. Вот. Ну и, в общем, началось. Что И началось, началось. сейчас покажу. Видно?
Да. Так, сейчас, секунду. А началось вот чего. С чего я начала? Ну, наружно, что я чуть позже скажу, я постараюсь быстро, потому что уже много времени у нас потрачено. Значит, сначала мне надо было снять интоксикацию. Ввиду того, что принимались довольно-таки серьезные препараты, конечно, бедная печенка, печень моя кричала «караул». Просто кричала «караул», и нужно было ей помочь. Артишок. Я не буду рассказывать его все свойства, только скажу самое важное, то, что он очень хорошо снимает интоксикацию, и к тому же еще и выводит соли мочевой кислоты. Помните, я что сказала? В традиционной медицине мне врач так сказала, нечем выводить соли мочевой кислоты. Выпила я за весь курс их 4 флакона вот таких. Одновременно экстракт грейпфрутовых косточек. Природный антибиотик, он снимает воспаление очень хорошо, мы сейчас только про него уже слышали. И, кроме всего прочего, это очень сильный антипаразитарный препарат, то есть более 800 штаммов, вирусы, бактерии, инфекции, паразиты и так далее. Я не знаю, что у меня там в организме. А то, что нарушен микрофлора кишечника, это однозначно после моего такого лечения. И, возможно же, интоксикации и от вирусов, когда падает иммунитет, инфекции активизируется, и, конечно, выпускает продукты своей жизнедеятельности, внутрь нас идет дополнительно токсины идут. И, конечно, дополняем флоромакс население кишечника бактерий. Вот эта троица, это было первое, с чего я начала, ну, кроме наружного применения. Вот. И тут же следом я харпагин. Харпагин Форте. Сейчас у нас будет новый харпагин. Был просто харпагин. Там мартини душистая, она очень хорошо снимает воспаление, снимает отеки, уменьшает боль. И вообще многогранный продукт такой. Одновременно и нормализует сердечный ритм, и очень хорошо работает, стимулирует выделение желчи, а значит и стимулирует работу поджелудочной железы и так далее. Вот в этом новом продукте будет босфеловая кислота. Что это такое? Вот здесь я показала вам картиночку. Это смола ладанового дерева, именно из него получают босфеловую кислоту. Из смолы ладанового дерева мы уже с вами знаем, что те, кто пользуется продукцией компании Вивасан, получают эфирное масло ладана. Ну и вот босфеловая кислота. Сильнейшее обезболивающее, просто сильнейшее. По своей силе противовоспалительного и обезболивающего эффекта она превосходит вот эти препараты нестероидные, которые я принимала, она как раз превосходит. А в синергизме с мартини душистой этот эффект гораздо сильнее усиливается. И ввиду того, что противовоспалительные свойства очень высокие, здесь же можно использовать и на воспаление кожи, псориаза, акне и так далее. Татьяна Ивановна, хотела вас спросить, как сейчас у вас обстоит дело с вашей подагрой? А то я весь вчерашний эфир расскажу. Или вы не дружите с ней? Действительно. Ну, я коротко, да. Я все равно с ней иногда дружу, с подагрой. Но я не скажу, что у меня прям такие боли появляются. Но если я забываю весной и осенью пропить курс харпагина глюкохона, то как бы немножечко дает о себе знать. То есть весна и осень по упаковке харпагина глюкохона я принимаю. Вот. Ну, я как бы бегом вот по слайдам вот сейчас пробегусь. Это глюкохон, о котором я говорила. Первый месяц я пила один харпагин без глюкохона. Надо было снять воспаление, убрать отек для того, чтобы межсуставной хрящ лучше усваивал глюкохон, хондроитин и глюкозамин. Питание хрящевой ткани. Ну и наружное применение, конечно, это вот крем можжевеловый, которым
Там Татьяна меня мазала с лавандой. Тогда еще не было у нас масла ладана. И очень жаль, что тогда не было вот козьего масла. Козье масло очень хорошо тоже снимает воспаление, аккумулирует тепло, очень глубоко протаскивает эфирные масла, находящиеся в козьем масле, и очень глубоко протягивает вовнутрь, работают. Гель ПЦ-28 с мятой очень хорошо работает на шейно-воротниковую зону, улучшает венозный отток и так далее. И Blue Relief, новый продукт у нас, его тогда тоже не было, в чистом виде можно наносить на проблемные участки кожи. Причем здесь такой состав, здесь такой состав, что исходя из состава можно его использовать не только на суставы, но и на бронхолегочную систему тоже. Очень сильный такой состав. И вот такую композицию я вам давала, компресс на суставы. Боли были очень сильные, и просто днем я мазала кремом можжевеловым, с маслом эвкалиптом, могла мазать с лавандой, с чайным деревом, а вечером на ночь я делала себе вот такой компресс. Столовую ложку водки, масла растительного, можжевеловое масло эфирное, 2 капли эфирного масла лаванды и 1 каплю эвкалипта. Можно эвкалипт заменяла иногда чайным деревом. Здесь вот что важно вот в этом рецепте. Правильно его сделать, себе поставить. Берем марлечку или бинтик по размеру колена, намочили в композиции в этой получившейся, отжали, наложили сверху целлофан и утеплили. Но ни в коем случае нельзя этот компресс наносить на подколенный лимфоузел. Там лимфоузел очень крупный и очень нежная кожа. И если на всю ночь сделать такой компресс, то можно получить ожог. Только на колено. Поэтому говорю, размер по колену. Ну вот так. И я вам желаю, чтобы все были здоровы, счастливы, благополучны, молоды, как эта вот прекрасная девушка. Спасибо большое вам, что откликнулись. Ну что ж, подведем итоги. Спасибо большое коллегам. И тема сегодняшнего нашего эфира. Спасибо, Вивасан. Мы сегодня послушали с удовольствием истории. И я хочу сказать, что компания Вивасан – это не только продукция. И многие из нас пришли именно в эту компанию изначально, чтобы решить вопрос со здоровьем, или со своим здоровьем, или со здоровьем, улучшить здоровье и самочувствие своих близких людей. Но вот смотрю сейчас и вижу, что много-много очень людей, да практически, ну, все здесь присутствующие, не только пользователи продукции, да, но еще решили сделать бизнес нашей компании. И это уже много-много лет. Здесь люди со стажем собрались. И это, конечно, большой фактор. И это говорит о том, что бизнес очень экологичен. Девочки, благодарю вас всех, мои коллеги. Спасибо нашей компании, спасибо компании не только за продукцию, а за то, что мы с вами вот такой единой командой больше 20 лет уже, да, и учимся, и обучаемся, и рассказываем людям о этой великолепной продукции, и путешествуем, и очень много обучающих программ сейчас, и платформ, это и личный рост наш, и мы очень благодарны, большое-большое спасибо. Я думаю, все вы со мной согласны. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами в прямом эфире. Большое спасибо тем людям, которые будут смотреть запись наших эфиров. Мы будем благодарны вам за ваши вопросы к нам. Обязательно будем отвечать на них. Если вам понравился наш прямой эфир, ставьте нам лайки. Мы будем вам благодарны. Спасибо. До новых встреч. Пока. Пока-пока.